С Новым годом, спасибо. Подскажите, какие препараты тибетской формулы вы посоветуете для лечения проблем позвоночника моей дочери? Алена, 23 года, описание: грудной отдел заключения, начальные проявления дистрофических изменений, дорзальной дислокации позвонковых дисков не отмечено, начальные проявления деформирующего спондилоартроза, артроза реберно-позвоночных суставов, расширение вен грудного венозного сплетения, протяженная гидромиелия, шейный отдел заключения. Ага, вижу. Дисковой дегенерации с формированием грыжи S6, S7, вторичная относительно стеноз позвоночного канала, значимого суждения просветов корешков каналов не отмечено и так далее. Конечно же, я считаю, что есть смысл обратиться к невропатологу с вашим диагнозом, но и использовать препараты совместно с лечением неврологическим. Препараты нашей компании — это препарат Вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Также использовать витамин D, использовать его совместно с употреблением кальция. Это то, о чем я сегодня говорил. Также снижать. В целом, по моему мнению, для восстановления хрящевой ткани человеку необходимо знать, что необходим дополнительный холестерин. Почему? Холестерин участвует в формировании гормонов у женщин и у мужчин и в формировании кортизона. И кортизола, и кортизона, которые становятся гидрокортизоном, который участвует в формировании коллагена. Это все совместно восстанавливает миелиновое покрытие нервной ткани, а также формирует хрящевую ткань или коллаген. Именно поэтому для человека, у которого есть проблемы позвоночника, проблемы гормонов, такому человеку нет необходимости специально худеть, но есть смысл увеличить употребление витамина Е, А, и увеличить употребление органических жиров. По моему мнению, жиры должны быть определенные. И по моему мнению, самые лучшие жиры, которые имеют немного выделенный горьковатый вкус. Очень рекомендую использовать оливковое масло нерафинированное, использовать подсолнечное масло, использовать масло ржа, есть такое растение. И использовать масла льняные и использовать льняное масло. Такие масла, они могут очень положительно влиять на восстановление позвоночника и восстановление хрящевой ткани с формированием, если формируется артроз тазобедренных суставов. Также приводит к оттоку желчи из желчного пузыря, к улучшению работы желчевыводящих путей, к уменьшению жировой прослойки. Очень рекомендую использовать совместно с омега-3. И, естественно, об этом раньше я говорил, что используя любое вещество, которое является антиокислителем, то есть витамин D3, витамин группы А и Е, витамины любые являются фактически оксидантами и формируют в организме процессы оксидации, что в итоге формирует накопление свободных радикальных соединений, то есть по-другому накапливаются вещества, которые не выводятся из организма и которые необходимо устранять каким-либо образом. Именно поэтому или для этого я рекомендую использовать аминокислоту цистин, которая выпускается моей компанией, чтобы улучшить процесс выведения таких радикальных шлаков, можно их назвать так, и которые формируются всегда после приема абсолютно любых витаминов. Ну вот так. Для вашей дочери рекомендую использовать мазь. Она называется мазью Вертебралис. Используйте мазь Вертебралис, используйте препарат D3 йод, используйте препарат для восстановления сосудов, это препарат Рутин. И есть отдельное видео, которое записано мной в YouTube, называется «5 упражнений для восстановления позвоночника». Там же можно найти информацию о лечении зеленой нитки. Попробуйте все это использовать в комплексе.